Привет, друзья! Пришло время отправить в пространство серьезную информацию, которую я долгое время сдерживала из упрямства. Ныне я пребываю в доверии, учусь этому, делай, что должно, и будь, что будет. Информация серьезная, требующая сознательного подхода к ней, осмысления и разумения. Сталин – спаситель рода человеческого. Сталин являл собой светлого, мощного воина света, стоял на страже и стоит до сих пор матушки Земли и представителей человеческой расы с большой буквы. Он создал противовес упырям, мощную световую конструкцию золотого сечения. Создал он ее на базе первоначальной структуры, которая была изначально. Многие десятилетия, столетия упыри пытались ее разобрать, разрушить, так как они сделали в других местах. И сейчас грядет последняя попытка сломать эту систему. Именно поэтому пришло время выпустить эту информацию в пространство. Для чего? Для того, чтобы, переосознав, очистив свое сознание от вирусов, освободить светоносный дух, мощный. Программа, навязанная упырями, убившими воплощение Сталина, они часть духа заключили через очернение, через загрязнение в некой оболочке. Через осмысление и разрушение этой самой программе в системе человека, каждого из вас, эта оболочка растворится. И то, что они использовали во вред человечеству, как оружие, как инструмент, уйдет из их рук. То есть это все на благо общему человечеству, планете, Солнечной системе и всему космическому братству. Когда ты начинаешь изучать микропроцессы, а начинаешь ты изучать их с самого себя, тогда для тебя открывается более масштабное, потому что
микропроцессы, они идентичны макропроцессам. Тело человека, вообще человеческая система содержит оснащена энергоцентрами. Есть 3 мощных энергоагрегатора. Есть средний, есть вспомогательный. Это те самые чакры. Но чакрами они стали гораздо позже. Сейчас они трансформируются в то, чем они были изначально. А это мощные энергоагрегаторы. Мощные. И все эти энергоцентры, они связаны друг с другом, все по подобию. Каждый человек, он связан своими центрами с центром планеты. Планета связана с космической системой, ну, соответственно, с Солнечной и дальше. Все это одна большая энергосистема. Невероятно красивая, мега мощная, которую упыри все это время разрушали, создавали всякие надстройки. Через что? Через человека, через вирусы сознания, через блокираторы, через отравляющие вещества для того, чтобы закрыть каналы сознания, для того, чтобы человека отключить от общего и творить все, что им вздумается, чем они, собственно говоря, тут и промышляли долгое время. Пришел конец, и каждому человеку с большой буквы, человеку сознательному, человеку развивающемуся, человеку сознающему, что он не тело, не обезьяна, не собака, не животное, не там, не знаю, насекомое, что он человек, венец творения. Понимающему, как работает эта система, важно переоценить, видеть все, как оно есть на самом деле. Итак, планета, как и тело человека, это тоже тело планетарное. Оно содержит энергоцентры. И эти энергоцентры, как и в человеческом теле, они расположены в определенных местах, да, в разных местах, в разных местах. Упыри, они научились блокировать, перенаправлять, регулировать практически все энергоцентры человека, за исключением одного. То же самое они сделали с планетой. Единственное, что они не могли заблокировать, это сердечный энергоцентр. Все остальное они научились блокировать, отравлять, перенаправлять, закрывать, ставить привязки и далее. Сердечный энергоцентр – это как ядерный агрегатор, да, ядерная
установка. И они не могли к ней подступиться. Все, что они смогли сделать, и что они делали и сделали с каждым человеком, в том числе и с планетой, это поставить некие ограничители. Но в сам центр и на сам центр они ничего поставить не смогли, не додумались, не получилось. Подозреваю, там были какие-то типа ядерных реакций, да, то есть, видимо, их там распыляло товарищей на составляющие части. Блокираторы эти, они выглядели как некие кольца, то есть это как ограничители. Кольца с разного рода там подключками какими-то, но тем не менее это не полная блокировка. Это ограничители. И точно такие же ограничители они угромоздили, когда они угробили все остальные, перекрыли, перенаправили, что-то разрушили, что-то там переместили, что-то там они отрезали в других местах с сердечным центром планеты. Они только смогли поставить ограничители. И все, что они придумали, это уничтожать этот энергоцентр, как и с человеком, через его собственную волю, внимание, чтобы он сам себя разрушал. Отсутствием любви. Да? И все для этого делалось. То есть каждый человек сейчас, когда слышит, что нужно себя любить, у него волосы дыбом на жопе становятся, да? И все сразу там ершиться начинают. Это же эгоизм. И всякого такого говна полным-полно коробочка. Человек, проявляющий безусловную любовь, в первую очередь к себе, так как он часть сущего. Тем самым он проявляет эту безусловную любовь, являет через себя эту безусловную любовь ко всему сущему, к жизни, ко всем живым. А когда он не любит себя, когда от него его от самого себя воротит, это совершенно другое. Это он сам блокирует свою сердечную вот эту энергочакру, да, вот этот вот агрегатор. И она кукожится, 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 там закрывается, закрывается, бетонируется, все. Человек становится просто вот роботом каким-то, идущим неизвестно куда, неизвестно зачем. Просто спит, ест, ходит на работу. И все. Живет как все. Так вот эти упыри своей упертости, хотя уже все отключено, они уже ниоткуда не получают ни энергию, ну, кроме упертых людей, да, которые там не проснулись и уже вряд ли проснутся. В своей агонии будут совершать некую такую последнюю, так скажем, попытку на то, чтобы разрушить, закрыть, заблокировать вот этот энергоцентр. Через что? Через навязывание, насаждение страха, что они, собственно говоря, все это время и делали.
разделение и страх. Забери у них страх, и у них ничего не останется. Тьфу на тебя. Да, вместе с твоим страхом, говно ты собачье. Иди вон пугай себе подобных. Да? Вот так вот, если каждый сделает, сознательный человек, то эти упыри пойдут туда, куда, в общем-то, Макар телят не гонял по направлению. И это сейчас мега важно. Мега важно освободить светоносную энергию светлого воина и понимать, что все, что будет происходить осенью, это будет попытка напугать, ввести в какой-то там ступор и все остальное. Понимаете, что это все спектакль, спектакль, и без вашего внимания, без вашего страха, панических атак, это просто пшик, это ничего. И ничего не будет без человеческого внимания, без человеческой энергии. Ничего не работает и работать не будет. Энергоцентр планеты находится на территории России. Вся та система, созданная Сталиным, она находится на территории Союза. Что-то уже разрушено. После того, как они развалили Союз, они принялись разваливать то, до чего могли дотянуться. Что-то у них получилось, что-то они нашли, а что-то не нашли и не найдут. И наша задача каждого и в целом человечества, как хранителей, как представителей, создавших и явленных здесь сейчас, потому что большая часть звездных архитекторов, создавших эту систему, воплощена здесь и сейчас. Большая их часть на территории Союза, России. Другая часть в остальных разных территориях. Для поддержания этого баланса до этого момента. Момент настал. Нужно понять, что ты ответственен в первую очередь за себя, за свое состояние, за свои мысли, за свои эмоции. Хотя эмоции – это проявление нижних чакр. Они сейчас уже отходят. Сейчас ты должен выйти на чувства, подняться выше. И когда тебя начнут пугать, вот именно тьфу на них и забыл. И занимаешься собой, своим состоянием и отслеживаешь свои мысли. Для того, чтобы знать, куда вот этот вот ценный ресурс мыслетворящий уходит. Перестань обсуждать, что такого страшного там происходит, участвовать в каких-то пустых разговорах. Ты у них забираешь тот кнут, которым тебя хлещут. И вместе с тобой всех нас, все человечество. Просто нужно у них забрать те последние остатки, которые они там пытаются этим воспользоваться, опять-таки против рода человеческого. Почему важно обратить внимание на себя? Потому что с тебя все начинается. С
тебя все начинается. Ты являешь через свое состояние в мир, пространство, либо любовь, либо страх. Страх — это отсутствие любви. И таким образом ты через это влияешь либо на одну версию событийную, либо на другую версию событийную. Ничего сверхъестественного здесь нет, все просто. Красной линией в прогнозах шла информация, что начиная с сентября ни в коем случае не стоит торопиться. Почему не стоит торопиться? Потому что скорости событий, они увеличились многократно. И начиная с сентября и всю осень не нужно совершать быстрых решений, быстрых поступков, быстрых каких-то действий, давать какие-то быстрые ответы. Дай себе время подумать, осмыслить, уразуметь, что к чему, откуда. И свое это разумение вытаскивай из своего сердца, то есть через призму сердца смотри на это. И если ты чувствуешь подвох, то ты запрещай это. Если ты чувствуешь, что там нет любви, там нет благости, там нет справедливости, не иди в это. Отменяй это. Очень легко и очень просто это отменять. Сейчас блокирует YouTube. Неважно где, неважно кто, это вообще без интереса. Кто, где, как, что. Если каждый возьмет и поставит запрет на блокировку этого Ютуба, сгорит нахрен все ихнее вот это вот оборудование, которое они там поднастроили. Неважно где, неважно кто, неважно там что у них за оборудование, абсолютно. Оно у них уже горело несколько дней назад. И ваш запрет на доступ информации свободной, которую вы получаете через YouTube, она будет соблюдена, она будет учтена. Здесь нужно потребовать, заявить о том, что я запрещаю блокировать получение информации посредством YouTube. Такова моя воля, таков мой выбор. И я требую соблюдения моей воли и моего выбора. И поверьте, это будет учтено. Даже в сраной этой чертовой матрице это учитывалось. А сейчас так тем более. Потому что есть высокие сути, которые за этим следят. Так вот, если наберется какая-то критическая масса таких запретов, нахрен растворится все их оборудование. Точно так же, как и любая их программа, настройка, подстройка и все остальное.
И если начиная с сентября будут происходить в инфопространстве какие-то там прям вообще к чему-то у вас там будут какое-то блядство будет происходить, просто отключайте себя от этого. Не давайте вы топливо этим паразитам. Понимайте свою ответственность за то, куда вы направляете свое внимание, куда вы направляете свой ресурс, во что, на что он расходуется. Пора следить за своими мыслями и за своим вниманием. Направьте его на себя. Являйте в этот мир любовь, безусловную, к себе, к своему телу. Возьмите себе за привычку подходить к зеркалу, любоваться собой и делать себе комплименты. Для того, чтобы это работало, найдите ту часть тела, которая вам нравится. Да? Если у вас там прям рассадник каких-то комплексов, найдите ту часть, которая вам нравится, неважно какая. Но вы по-честному, искренне будете говорить, там, я не знаю, какие у тебя красивые волосы, как я их люблю, или там, какие у тебя красивые ручки, ножки, не знаю, там, коленки, нос, уши, что угодно, но то, что искренне, истинно вам нравится. И это начнет распаковываться. Точно так же работает, если вы проявляете такую же любовь к планете, через речку, которую вы любите, через цветочек, который вы любите. И вы это являете, вы это проявляете, вы об этом говорите, вы этим любуетесь. Точно так же все начинает расцветать. Вы отдаете эту энергию. Но здесь происходит взаимообмен. Это не то, что вас высосали досуха, как эти паразиты делали и делают до сих пор пока. События будут развиваться стремительно. Но вы на все это смотрите со стороны наблюдателя. Не вовлекайтесь вы в эти события, как бы вас туда не пытались затащить и затянуть. Станьте наблюдателем внешнего вот этого вот, внешней этой агонии, этого спектакля последнего, который они хотят запустить. Важно осознать сначала, что ты являешься частью сущего. Мы все один большой свет. Мы все один большой организм, если хотите. Мы все взаимосвязаны. Абсолютно все мы взаимосвязаны. Каждый является частицей всего сущего, и все сущее есть в каждом. Это важно осознавать, потому что мы идем к единству. Разделения, они закончены. Этому больше нет места. Это ложная программа. Это убийственная программа. И важно это принять и осознать, что все мы едины. И на планете есть человеческая раса, небольшой процент, так сказать, от общей якобы численности.
Большая часть это боты, ну, всевозможные там, каких модификаций только нет, разные модификации. И оставшиеся упыри, ну, которые внешне тоже походят на человека, да, внешне походят на человека. И человеческая раса, она едина. И нет никакой разницы, как этот цветоносный выглядит, какой у него цвет кожи, глаз, волос, в каком загоне он сейчас территориально находится, на каком языке он разговаривает. Это абсолютно не важно. И уж тем более тем, кто находится на территории Союза. Делить нечего. Мы едины. И вот эти вот остатки, они попытаются ввести в некие панические атаки. Забудьте те программы, которые вам говорят, что где-то лучше. Нет, это вранье. Могут быть места только хуже, но никак не лучше. Все то, что они навязывали, что где-то кто-то живет лучше, на Западе там вообще все шоколадом намазано. А сейчас все проявилось в своем истинном свете, и важно это видеть, важно это понимать. Наступит тот момент, когда человеки начнут объединяться в одном месте. И здесь не должно быть никакого разделения ложного по внешним каким-то данным. Это очень важно. И это важно осознать сейчас. И неважно, на каком языке кто разговаривает, человек поймет человека. Как? Да, обычно. По жестам. Кто-то маломальски что-то знает. Вы думаете, сложно объясниться и понять, кто что хочет? Это очень интересно. Это, знаете, это как домотались мы до Вавилонской башни, когда произошло разделение, так скажем, да, сейчас идет то же самое объединение. И неважно, кто на каком языке разговаривает, мы способны понимать друг друга. Тем более, что сейчас раскрываются функции, да, потому что ушли точнее, и телепатия всем нам в помощь. А если нет, то жесты, улыбка, смайлики, богатый выбор, пожалуйста. И все прекрасно друг друга поймут и найдут общий язык, потому что все разговаривают на одном языке, на языке любви, на человеческом языке, на языке сердца. Так что не делайте резких движений в сентябре, в октябре, в ноябре, резких выводов, скоропостижных выводов. Ничего не бойтесь. Уберите страх.
Как-то Путин сказал, если что, вы все сдохнете, а мы в рай попадем. Это он сказал не иносказательно, не метафорически. Когда он это говорил, он знал, что он говорил. И вообще с некоторого времени они говорят не метафорически. Не метафорически они говорят. Человека приучили к искажениям, он стал сам искаженным, загрязненным, и теперь правду принимает за кривду, а кривду за правду. Пора выровняться. А для того, чтобы выровняться, как раз таки раскройте свое сердце и раскрывайте его через любовь к себе, через проявление к себе этой безусловной любви. Вот почему вчера ночью меня накрыл этот крик. Это была лопата. От высших прилетела, что пришло время. Мне так спать и не дали. И сегодня бы тоже не дали. Так что, друзья мои, все мы едины. Один за всех и все за одного. И мы непобедимы. А упыри, они боятся света. Они боятся любви. Они боятся проявления воли. Они боятся сознания. Они боятся творцов, как огня. Потому что Творец, вот так вот, может все. Только лишь через осознание. Понимаете? «Сияние чистого разума» смотрели? Здоровский фильм. Наверное, это все. Это все. И последнее. Делайте запрос в пространство на выход к своим. Это важно для объединения. Просто так и говорите: хочу к своим, хочу быть среди своих единомышленников. Хочу быть в любви. Правильно. Хочу быть в любви, хочу жить в любви. Но я поняла, хочу, как бы вы давайте свое намерение, да? Хочу жить, быть в любви, гармонии, радости, красоте. Хочу жить в мире, единстве, благости, богатстве, изобилии. Хочу принимать и дарить любовь. Наверное, это все.